приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас будет крайне интересная тема. Сегодняшняя тема посвящена вновь моему учителю Арне Сан-Жестину. Сегодня мы поговорим о тех темах, которые до сих пор еще не были вынесены на всеобщее обозрение, но поскольку у людей очень много вопросов, очень много каких-то непонятных темных пятен в его биографии, мы решили сегодня приоткрыть немного больше завес этой тайны и посвятить вас в личную жизнь моего учителя Арне Сан-Жестина. Со мной в студии Данила. Данила, здравствуйте. Здравствуйте, Эрнст. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие подписчики. Данила, вы меня все-таки заставили, вынудили сделать это интервью, и я сломался под вашим тиском, под вашим гнетом, поэтому мы сейчас начинаем, долго не будем затягивать, не будем толочь воду в ступе. Стартуем, и первый вопрос от вас. Слушаю. Вопрос первый. Эрнст, расскажите, пожалуйста, каким был Арне в жизни? То есть, какие у него были привычки? Что он ел, что он пил, как он жил и чем он жил? Привычки и еда — это, конечно, немного несовместимые вещи, но тем не менее, попробуем разложить все по полочкам. На самом деле, я не помню, что я сегодня с утра ел, если честно, но попытаюсь сейчас вспомнить, что ел Арне. Ну, во-первых, Арне мне привил любовь к раздельному питанию. Если он мне питался первое время, я не часто жил с Арне, скажем так, точнее, не часто приезжал к нему в гости, а если приезжал, то буквально на пару недель, но меня всегда ужасала вот эта привычка есть раздельно. У него, если стояло какое-то мясное блюдо, оно никогда не было из одного прибора. То есть стояло всегда пару тарелок. Это было мясо. Это было просто мясо, колбаса, еще чего-то. То есть, но это всегда было одного типа. Если стоял природный белок, такой как яйца, или там сыр, молоко, это всегда тоже стояло отдельно. То есть, скажем так, он мне немного привил любовь к раздельному питанию и немного успокоил меня в плане ужаса. Знаете, у нас часто, а что же я буду есть? Как же я буду питаться? Что, я буду есть только один кусок мяса? Да нет. Вот это я помню, что он всегда ел, у него было всегда много еды на столе, но ел он не особо много. Он, скажем так, жил всю жизнь очень аскетично, да и питался аскетично. Но стол у него всегда был полон. Конечно, он потом еду не выбрасывал, составлял ее в холодильник, вот, но это я точно помню, как у него была всегда раздельная еда, раздельное питание. По поводу его характера. Характер у него был, знаете, такой гибко-крепкий. То есть, как можно сказать, каучуковый. Который может изогнуться, но не сломается. К чему я это? Потому что иногда человек, знаете, у которого, говорят, стержень титановый, титан можно сломать. Каучук сломать практически невозможно. То есть титановый стержень ломается под силой пресса, а каучук он просто гнется, а потом встает назад на свою позицию. То есть он никогда не спорит с человеком. Если человек ему говорил что-то, что было по своей натуре абсолютно неправильно, по своей природе абсолютно неправильно, он всегда соглашался. Он всегда соглашался и говорил: да, ты прав. Я не помню от него ни разу, чтобы он спорил с кем-то. Но в дальнейшем он запускал либо визуализации, которые меняли образ мышления этого человека, либо же просто делал что-то, что человек начинал сам менять свой образ мышления и понимал, что он был неправ. В плане бизнеса я не могу сейчас много рассказывать. Я думаю, что я уже и так рассказал в прошлом видео о том, кем он работал. Он был внештатным сотрудником одной очень серьезной компании. Но опять-таки, внештатные сотрудники — это не те, кто работает постоянно. Это те, кого вызывают в определенное время. На определенных обстоятельствах его вызывали. Он кое-что делал, настраивал визуальные изменения. Точнее, с помощью визуализации настраивал изменения определенных событий. И дальше его отпускали с определенным гонораром. То есть свободное время у него было. И он говорил, что он очень не хотел бы быть рабом системы. То есть его талант шел ему на пользу. Его талант дал ему свободу. Финансовую свободу и свободу от работодателя. То есть не он нуждался в работодателе, а работодатель нуждался в нем. И это была огромная разница.
Он всегда говорил, что если человек действительно обладает определенными знаниями, определенными талантами, то всегда будет зависимость работодателя в работнике, нежели обратно. Это, я помню, я выучил довольно-таки сильно. И потом начал это применять. И когда я начал это применять, я тоже ушел с работы, ушел с того места, с той должности, где я работал. И я начал работать тоже сам на себя. И чем вы более, скажем так, хорошо разбираетесь в материале, в материи, тем, естественно, больше людей к вам приходят за помощью и просят вас о каких-то определенных вещах. Данила, давайте, чтобы я сейчас не пытался подобрать какие-то интересные моменты, точнее вспоминать какие-то Да. моменты, вы просто будете так точечно задавать вопросы. Если я помню на них ответы, либо же если я знаю на них ответы, я вам отвечу. Давайте Давайте, попробуем да-да, чтобы оно не в монолог ушло, да. Да. Хорошо. Эрнст, я немножко встряну здесь. Скажите, пожалуйста, Арне, он зарабатывал лишь только вот на этой работе, ну и плюс еще с обучения, или же у него как бы было много источников дохода? так. Но та организация, где он работает, она очень богатая. И один гонорар, он мог бы быть примерно таким, как у среднего клерка примерно годовая зарплата. Поэтому ему особо не нужно было. То есть я помню в последние годы, когда я уже был с ним, у него все равно были заказы с этой организацией определенные. Ну, там уже больше, конечно, была работа с криптовалютами. То есть нужно было делать настройки на определенные события или делать определенные предсказания. Если я не ошибаюсь, я никогда не смотрел его гонорары, но однажды у него был чек что-то в районе 300 тысяч. Правда, он эти деньги очень быстро сливал. Он, понимаете, вот его проблема, а может не проблема, может стиль жизни. Знаете, некоторые видят это как проблему, другие видят как стиль жизни. У Арне никогда не задерживались в руках деньги. Он видел деньги как какую-то материю. Для него не было сути накопления, для него была суть умение быть счастливым в моменте. Не когда-то дальше, а вот сейчас. И я просто помню, что однажды он мне позвонил и сказал, давай мы с тобой съездим к Тибету. Ну, ему нужно было в Тибет, а я его мог сопровождать. И на тот момент у меня не было денег. Просто не было денег. Он сказал, абсолютно ничего страшного, я за тебя заплачу. И если я не ошибаюсь, он выложил порядка 15 тысяч только за меня. Потому что он просто хотел человека, который бы с ним поехал, с которым бы ему было хорошо. И еще представьте ту ситуацию, что мой английский все равно оставляет желать лучшего. Мой английский не настолько хорош. Я с ним общался примерно как хозяин с собакой. Точнее, собака с хозяином. То есть я понимал, о чем он говорит. Но у Арне была такая интересная суть. Он умел общаться без слов. Он чувствовал людей, он говорил, что вокруг меня ходит очень много людей, которые говорят прекрасно на английском, которые говорят прекрасно на французском, он знал два языка. Но мне с ними скучно, я их не понимаю, они не понимают меня, хотя языки у нас одни. А со мной, еще с некоторыми учениками, они, кстати, тоже были не совсем хорошо англоговорящими. Я не помню, были ли у него друзья, которые хорошо, отлично говорили на английском. Он любил иногда просто посидеть, помолчать. То есть он чувствовал энергию, он умел передавать энергию. Так вот, насчет денег. Он тратил практически все, что зарабатывал. И когда арта не стало, оказалось так, что у него еще оказались долги. Вот это для меня, конечно, было просто загадкой. Как можно зарабатывать такие сумасшедшие гонорары и при этом остаться в долгах. Но, видимо, можно. Он одалживал деньги налево-направо. Если только ему кто-нибудь звонил и говорил, что нужна помощь, он всегда давал. Эрнст, а вот если не секрет, на что обычно Арне мог отдать деньги вот из вашей какой-то, да, из ваших историй, если не на путешествие? То есть, возможно, на какие-то вещи, там, на какие-то хобби или еще что-то у него, что-то вот такое было или нет? Смотрите, он всегда говорил, что нельзя экономить на обуви.
У него иногда были туфли, которые стоили в районе $2000. Э, Их у него не было много, и они не были вычурными. То есть все туфли у него были одинаковые, черного цвета, невероятно дорогие. Есть определенные марки, которые так стоят. Если вы посмотрите на политиков, они ходят в таких туфлях. 2-3 тысячи долларов стоит одна пара туфель. Арне любил дорогую одежду, но говорил, что это суть того, что она его оставляет здоровым. Он ненавидел синтетику, он всегда ходил только лишь в натуральной одежде, соответственно, натуральные рубашки. У него всегда были только лишь черные или белые рубашки, темные брюки. Иногда он одевал джинсы, но тоже такого классического фасона. То есть он тратил много денег на одежду, но это не было, знаете, вот такое, то, что мы называем материализмом. У него было как у Эйнштейна, все практически одинаково. Весь шкаф был абсолютно одинаковый по цветам. То есть там было доминировало всего лишь два цвета, черный или белый. Если вы помните, Данила, я как-то вам присылал фотографию, он какой-то был в цветной куртке. Вот, может быть, Да. у него была одна или две цветные куртки вообще в жизни. То есть все остальное у него было вот такое черно-белое, как в черно-белом кино. Он очень много отдавал денег на помощь. На помощь людям, которым он чувствовал, что им нужна помощь. Я просто вспоминаю сейчас один момент. Для меня он тогда был какой-то такой, незначительный. Мы как-то шли по городу, и, здесь много, точнее, в Америке много нищих. Вы знаете, что социальная система не идеальная, и много нищих, много homeless people, и сидела пару человек, и сидела женщина с ребенком. Он не особо всегда смотрел вот на этих бедняков, потому что говорил, что они сами себя загубили. Алкоголь, курение, наркотики. А женщине он просто достал из кошелька, если я сейчас не ошибаюсь, 7 или 8 $100 купюр и просто дал. То есть вы можете представить, на улице дать 700-800 долларов просто так человеку. Это, она нуждается. Она ему слова не сказала, даже не посмотрела. Он прошел, потом вернулся, достал из кошелька и дал. Я не могу вести учет его денег, но он отдавал невероятно большие суммы, но эти как-то деньги, они вот вращались по сфере, то есть такая была сферическая, знаете, какой-то такой цикл. То есть он отдавал, и ему они приходили, он отдавал и приходили. Он как-то сказал, если бы я не отдавал, мне бы перестали приходить такие гонорары. То есть вот это вот баланс между давать и брать, это очень четкая, правильная, скажем так, стиль жизни. Если только накапливать, то ничего не будет. А что он еще? Он любил жить в дорогом, не в дорогом, а в большом доме. У него дом был большой. Если я сейчас не ошибаюсь, порядка 250 метров или 240 метров. То есть там было 7 или 8 комнат. 240, Такое бунгало. может быть, 2400? Потому что 7 Нет, комнат нет, нет. 240 это небольшие комнаты, Или да, я были? имею в виду, может быть, я ошибаюсь. Может быть, нет, наверное, я не помню, Мне может кажется, быть, больше. 350 метров. Нет, может быть, 350 метров квадратных. Я считаю все жилые помещения, просто помню, мы его пересчитывали, у него там, и каморки, и кухня, и столовая, вот, 350, возможно, вот такой как бы был такой бунгало, который одноэтажный дом, а он очень не любил, потому что у него иногда были проблемы с коленями, кстати, вот, как сейчас и у меня начинается, поэтому, видите, яблоко от яблони недалеко падает. Но дом был не его, он его снимал. Он снимал, платил за него огромные деньги. И как-то я его спросил, почему он себе не купит дом. Он сказал, что мы приходим голыми в этот мир и голыми из него уходим. Зачем ему то, что он не может забрать с собой? Забирать надо с собой другие богатства. Вот, поэтому он был абсолютно против покупки домов. Он считал, что это абсолютно ненужная вещь. Вот. Данила, какие еще вопросы? Я понял, да, Эрнст. Давайте немножко отойдем от темы денег. Расскажите, каким вот Арне при жизни был человеком? То есть как он общался с учениками и вот с вами в первую очередь? Это было общение на равных или все-таки как бы между учителем и учеником некая такая дистанция была, вот по вашему ощущению?
Если бы он общался как учитель с учеником в классическом плане, ничего бы не получилось в плане обучения. Он всегда становился другом, товарищем и всегда даже позволял человеку обучить его. То есть он говорит, как ты это видишь, как бы ты мне это объяснил. И, ну, естественно, иногда была преграда язык, но тем не менее он всегда был абсолютно наравне. Он никогда не ставил свой авторитет, он никогда не ставил свои знания, свой опыт, свои предыдущие жизни, которых у него было довольно много, и его опыт был невероятно силен. То есть он понимал любую вещь, он понимал вот просто на раз. Причем это, знаете, это не должно быть что-то эзотерическое, это могло быть... Да я вот сейчас вспоминаю, как я помогал ему освоить компьютер, и обычно пожилые люди, сколько ему тогда было? По-моему, под 60, может быть, 70 тогда, как только я ему помогал в этот момент, то есть это было довольно-таки давно, 70, по-моему. Вот. А обычно пожилым людям довольно тяжело освоить компьютер. Он как-то это воспринимал настолько без фильтра, настолько без барьеров, что для него это было, знаете, вот так вот легко. Он как-то это вот так вот брал, знаете, вот эта информация идет тем, кто очень сильно умеет привязываться к информационным эгрегорам. То есть ты ему даешь крошку, а у него уже во рту лежит целый, скажем так, целый кусок хлеба. Поэтому здесь я думаю, что это связано с предыдущими жизнями. Он воспринимал любую информацию невероятно легко, невероятно просто, и он никогда не боялся новых знаний. Знаете, есть люди, которые боятся новых знаний. Ой, я это не пойму, у меня это не получится, зачем мне это нужно? Ему могли рассказывать, я не знаю, там, помню, как-то мы были где-то вместе, и там ему рассказывали, как делать серфинг, эти доски для серфинга. И он прямо начал записывать. То есть там какой нужно делать угол, какой нужно делать скос, чем его нужно полировать, как его нужно лакировать. Он-то прямо сидел и записывал. Я, вы знаете, я смотрел, думаю, зачем? Он говорит, возможно, пригодится. То есть у него было богатство Пригодилось информационное. или нет? Не знаю, ли пригодилось, возможно, для следующих жизней. То есть он никогда не стеснялся изучать что-то новое. Он, знаете, он всегда смотрел на детали. Для него детали было самое главное. Я вспоминаю, он мог, например, стоять и смотреть на какую-нибудь интересную ручку от двери. То есть он мог изучать эту ручку, насколько она элегантно сделана, или там изучать какие-нибудь там лепки где-нибудь на здании. То есть то, возле чего мы проходим просто так, не обращаем внимания. Он был однажды в Европе, ну, уже скажем так, в довольно-таки поздние свои годы. И он был у меня в Швейцарии тоже. И он... В Швейцарии довольно-таки много старых зданий. Швейцария же не была разбомблена во время войны Второй мировой, поэтому там есть очень интересная архитектура, и он просто не мог отлипнуть от этого. Для него вот эти вот все фрески, для него вот это вот барокко, это было просто что-то с чем-то. Он этого никогда в Америке особо не видел, потому что там этого нет, там немножко другой стиль. Вот. И он как бы, ну, очень любил вот такие мелочи. Для него всегда, он говорил, дьявол кроется в деталях, это все, это самое главное для него было. Я понял, Эрнст, а были ли какие-то моменты в жизни, когда он прям вот злился на вас, к примеру, там прям повышал голос, что-то, или он всегда был так в гармонии, в балансе, на какой-то ровности такой? На самом деле я-то его не знал еще в юности. Возможно, в юности были какие-то вспышки ярости, но далее он уже умел их настолько контролировать. И мне кажется, что его ярость, его гнев, его какой-то, скажем так, агрессия переходила на таком очень спокойном уровне, прямо на какой-то ответный удар. То есть это было абсолютно неявно. Знаете, это как вот очень серьезные политики, которым что-то сделают, скажут, они не будут там психовать перед камерой, они просто возьмут и сделают то, что они считают нужным на это. Вот у него была точно такая же стратегия. Причем он абсолютно ничего не делал. Все случалось автоматически, само собой. Но я никогда его не видел в ярости, в гневе, чтобы он кричал, чтобы он там плевался. Этого у него никогда не было.
Мне кажется, его тяжело было вывести из себя. Он был такой, знаете, очень по натуре, по своей натуре Арне был сангвиник. И он очень умел контролировать свои эмоции, он очень умел контролировать свои чувства, свои передачу чувств на люди. То есть вы никогда не могли точно понять, злой он или добрый. Глаза у него были очень добрые. Но что творилось внутри, я не могу точно сказать, но, честно, я никогда не помню, чтобы он кричал, чтобы он злился. Хотя были моменты, когда его злили. Были моменты, когда у него хотели отобрать дом. И я предложил ему, я ему позвонил, сказал, что если нужно, я приеду, я буду помогать. Он говорит, да я попытаюсь сам решить. И через 2 дня он сказал, все, вопрос решился. То есть решился. Он решал вопросы сами собой. То есть у него не было каких-то, знаете, таких, влиятельные друзья были, но он их не подключал. Он подключал еще более влиятельного друга, который за него решал абсолютно любую проблему. Абсолютные проблемы. Вот, знаете, просто как вот черяк рассасывалась сама собой, не оставляя даже следа. Вы имеете в виду вот того, да, друга? Абсолютно да, абсолютно верно. Он подключал именно вот того друга, который намного сильнее всех друзей, которые могут быть в сумме на планете Земля. И этот друг решал абсолютно все. То есть, тут такая вещь, что вы можете решить любой вопрос, только если вы находитесь в полной гармонии и находитесь именно на том автобане, по которому идет нужная информация. А ее можно добиться только в очень спокойном состоянии. То есть, если ваши нейроны головного мозга зашкаливают, переходят в довольно-таки высокое состояние, в состояние бета, сверхбета, вы никогда не выйдете на состояние абсолюта. Состояние абсолюта – это приближенное к альфе и еще ниже. Только в полной гармонии, в полном балансе со своей энергией вы можете связаться с ним. То есть, знаете, это как разные телефоны. У чиновника стоят такие, без дисков, которые нужно только поднять и с кем-то поговорить. То есть вам звонят. Вот точно так же, чтобы вот этот телефон у вас стоял, вы должны опуститься на определенный уровень ниже. Вот только там работает эта энергия абсолюта. Все остальное это только лишь фантазии. Давайте немножко затронем мистические события, потому что это очень интересная тема. Было ли что-то мистическое, такое откровенно мистическое из того, что вы помните? Вы имеете в виду паранормальные явления? Да, что-то паранормальное, А, какие-то призраки, духи, не знаю, инопланетяне, вот все, что любят на нашем канале. При мне нет, но если вы посмотрите наши видео, в котором я рассказываю про рождение Арне, он мне рассказывал про то место, где он родился, и там, кстати, были призраки в том месте, они официально там есть, существуют, их люди видели. Я спросил его, потому что я читал много про это место, я спросил его про этот замок, был ли там, если там призраки, он сказал, что есть, и я спросил, а верите ли вы вообще в призраки? Ну, если честно, я не знаю, говорил ли я к нему на «ты» или на «вы», потому что по-английски нету «ты» и «вы». Наверное, все-таки мысленно я всегда обращался на «вы». Хотя я ему объяснил разницу, он меня спрашивал немножко про немецкий язык, я ему объяснял разницу, как по-немецки говорить. Он всегда говорил, давай ты будешь мне говорить на «ты». Вот если мы с тобой говорим по-английски, ты все равно думаешь, что это ты. Но у меня так и не получилось, поэтому я всегда обращался к нему на «вы» мысленно. Он сказал, что он видел призраков. И если честно, я в его присутствии не видел призраков. Паранормальные явления, он, например, иногда говорил, что он может общаться в астрале, вот абсолютно прямо выводя астрал на физический уровень. То есть однажды он мне как-то показывал, но это были не призраки. Он вызывал какое-то астральное существо. Я говорю, насколько ты знаешь, и насколько вы знаете, что это действительно здесь? Он говорит, ну вот давай сейчас, например, что-то будет стучать в комнате. И в комнате действительно начали раздаваться какие-то звуки, стуки. Но опять-таки, Арне был очень умный человек. Может быть, он просто где-то стучал там или подложил какой-нибудь прибор, который стучал сам. И я не могу точно сказать, но скорее всего, что нет. Скорее всего, что это и было скажем так, переход уже из астрала на физический уровень. Но
скажем так, я не могу сказать, что я вот при нем видел какие-то паранормальные явления. Но сама суть Арне это и есть паранормальное явление, потому что он был уникальным человеком. Когда вы находились в его пространстве, вы ощущали, это тяжело передать словами, вы ощущали некое спокойствие, вы ощущали некую безопасность. Знаете, как, наверное, это вот ощущает маленький кенгуреныш, которого мама кенгуру посадила назад к себе в карман и в свою сумку. И вот он понимает, что все, он в полной безопасности. Ничего не могло плохого случиться. Я помню, мы как-то раз ехали где-то по Америке, обломалась машина, ночь, идет дождь. И как-то так спокойно, я понимаю, что если бы его не было, я бы начал бы психовать, я бы начал бы нервничать, как дальше, что. Он сказал, все нормально, не волнуйся, отдохни, утром поедем. И утром нас подобрал какой-то трак, причем по этой дороге редко кто ехал, подобрали люди, подъехали сами, остановились, мы еще спали. Ну, благо там такая была старая машина, где откидывается сиденье, какой-то кадиллак был такой в прокат. Вот, он, кстати, любил кадиллаки. И сам человек остановился, ребята, вам нужна помощь, guys need help, something like this. И вот в этом вот ключе, то есть я понял, что этот человек, он как-то управляет своей реальностью. Вот это для меня было, знаете, такое откровение. И я всегда понимал, что с ним, вот когда человек находится рядом с ним, ничего плохого не случится. Даже если бы нас бы, не знаю, там на улице бы обворовывали, там, не знаю, там угрожали нашей жизни, находясь с ним, я бы прекрасно понимал, что либо пистолет заклинит, либо сейчас его судорога схватит, либо там земля раздвинется, он провалится. То есть вы понимали, что вы полностью защищены. Это сложно описать, это чувство, оно не передается словами, его нужно испытать. Ну вот мне повезло, я его испытал. Эраст, о чем мечтал Арне? У него были какие-то вот такие явные мечты по жизни, о будущем, не знаю, о прошлом, о настоящем? Да нет, он все свои мечты реализовывал. У него не было больших, скажем так, больших каких-то амбиций в плане чего-то добиться. Он все, что хотел, он все реализовал. Он всегда говорил, что мы все равно никогда не можем взять все от этой жизни, а для этого у нас есть следующие жизни. Богатство в следующей жизни можно заработать, информацию можно в следующей жизни получить, семью можно тоже в следующей жизни. То есть быть. Он говорил, что нужно быть счастливым в моменте. Вот насколько вы счастливы, настолько вы счастливы. Учитесь быть счастливым, потому что для одного, например, там, не знаю, там, для какого-нибудь там Рональда там заработать там еще 1 миллиард, а для другого просто найти какой-нибудь кусочек хлеба. И порой тот ребенок там где-нибудь в Африке или в Индии, который находит кусочек хлеба, он более счастлив, нежели Рональдо, который зарабатывает еще 1 миллиард, бегая за мячиком. То есть он всегда говорит, учись быть счастливым в моменте. Не нужно всегда мечтать о том, что что-то может быть больше. Эта жизнь, она непредсказуема, она может оборваться в любой момент. И больше всего, о чем ты будешь сожалеть, что ты не успел быть счастливым. Я не думаю, что у него были какие-то мечты прямо такие, что вот, по сути, он мог себе купить абсолютно все, что угодно. Но он ничего не покупал. Вот в том интересный был момент. У него все было в прокат. То есть у него все было, знаете, такое казенное, как мы говорили. Дом казенный, машины всегда были казенные. Ну, одежда была. Была одежда. Да. Поэтому, кстати, я сейчас так почему-то жалею, что я ничего из его одежды не взял, хотя бы на память бы, не знаю, там какой-нибудь пиджак бы просто бы висел где-нибудь, знаете, я бы понимал бы, что это его, но я не взял ничего. Ну, ничего страшного. У меня осталась память о нем, это самое главное. Эрнст, а расскажите, пожалуйста, какие пророчества делал Арне о мире? Потому что я знаю, что он давал определенные пророчества, особенно перед смертью, уже перед уходом. Что-то из них можно сейчас рассказать или это секрет? Ну, если честно, он говорил, что будет какая-то смута в 20-х годах, но он не конкретно говорил, что будет. То есть он говорит, что будут сложные времена, сложные к. Но опять-таки это не будет что-то критическое, то есть поэтому я считаю, что то, что сейчас происходит, это все равно не является каким-то таким прямо страшной какой-то вещью для всего мира. На данный момент я не могу сказать что-то про его конкретное пророчество, потому что на самом деле
Он и не пытался, наверное, мне ничего такого передать. Он говорит, что тяжело жить, если знаешь будущее. Будущее лучше не знать. Будущее лучше оставить, скажем так, тайной, тогда интереснее жить, нежели ты Но он будешь знать его, и он приближать. его видел. Он видел будущее, правильно? Он не видел будущее, он мог задавать вопросы и получать на них конкретные ответы. То есть, например, если бы его спросили, там, будет ли что-то, например, там, какая-нибудь там страшная болезнь, там, наверняка он бы ответил. Если бы его спросили, будут ли там какие-нибудь международные конфликты, будет ли то, что, например, изменит историю, потому что вот как многие считают, что история уже была остановлена там, 15 лет назад, да, но опять-таки появилась пандемия, которая опять дала ход истории, появились конфликты, которые опять дали ход истории, то есть история еще не дописана. Но так вот конкретно мне он, например, ничего не говорил, что там что-то нужно делать, что-то нужно там обязательно делать. Он считал, что это скучно, и но он мог видеть будущее, он мог предвидеть намного сильнее, чем я. То есть я могу предвидеть довольно-таки на короткий срок, и только если я задаю конкретный вопрос. Он мог видеть дальше, но у него были очень хорошие учителя. У него были хорошие учителя, поэтому они его учили заглядывать. Но опять-таки, он пытался смотреть в свое будущее, а не в общее будущее, потому что смотреть на общее будущее это не совсем правильно. И свое будущее он видел хорошо. Он знал прекрасно, когда он умрет, он знал прекрасно, кто будет рядом с ним, он знал прекрасно, кого с ним рядом не будет. Поэтому, да, он видел свое будущее. Он знал, Хорошо, что он Эраст. появится снова на этой планете, но он сказал, что это будет не совсем скоро, поэтому вот. Вы говорили, насколько я помню, через там чуть ли не несколько сотен лет, да? Да, да. Хорошо, Эрнст, наши ученики, которые в том числе, да, очень сильно ждали этот выпуск, они написали в комментариях, что их очень интересует тема ваших поездок вместе с Арне. Могли бы вы сейчас немножечко рассказать вот о каких-то интересных историях, возможно, из поездок, как вы проводили время, как вот это вот все было, потому что все-таки во время поездки вы очень близки с человеком, вы с ним вместе, да, там все едете в самолете, вот это вот все. Что-нибудь интересное. Мы были в Тибете с ним. Это была интереснейшая поездка. Кстати, если я очень хорошо напрягусь и поищу, я думаю, я найду даже пару фотографий и с ним, Было и бы с ним, очень ну хорошо, просто у да. меня, да, ну там были более такие медитативные практики, и мы не были только лишь вдвоем, то есть он за меня заплатил, но там было еще пару человек, поэтому я не могу сказать, что вот прямо мы были с ним. Это было все-таки более такое групповое. В основном он любил, что, кстати, вот что относится, наверное, к хобби Арне, он любил путешествовать. Причем путешествовать для него можно было путешествовать, выйти просто из дома, обойти какой-то новый район, а можно было просто сесть в машину и поехать. Он говорит, что он очень счастлив, что он живет в Америке, потому что в Америке каждый город для него еще новый. То есть он мог, например, просто куда-нибудь заехать и вот просто стоять там, наслаждаться видами природы. Вообще Америка, Центральная Америка, ну, центральная часть Соединенных Штатов, она очень красивая. Это не эти побережья восточные и западные. То больше такое, знаете, мажорные места. А вот именно центральная часть, она очень людям не нравится, потому что там скучно. Но для тех, кто хочет все увидеть, у Арне был очень пытливый ум. Он очень любил, например, погружаться в историю. Он очень любил дотрагиваться до вещей и читать их информацию. Вот для него это было тоже интересно. Мы много путешествовали по самой Америке, и это было для него тоже интересно, хотя я иногда не понимал, зачем он это делает, потому что человек почти всю жизнь прожил там. Он любил просто садиться в машину, там проезжать, например, там 100-200 миль, чтобы побыть в каком-то городке, там, переночевать и на утро вернуться домой. То есть для меня это было немного, ну, скажем так, нонсенсом, зачем. Но в Китае мы были, в Тибете мы были, он приезжал ко мне в Швейцарию, однажды он приезжал, если я не ошибаюсь, мы с ним встречались в Лондоне, но он был по каким-то своим делам от своей конторы, с которой он работал. Америка, Канада,
По-моему, мы были как-то на границе с Мексикой, но, по-моему, мы туда даже не заехали. Там что-то, я не помню, это уже было давно, там какие-то были... И везде это были какие-то долгие поездки? То есть какие-то Нет, запоминающиеся нет, или просто... не больше 2 недель. Всегда две недели и, скажем так, но опять-таки, частенько я уезжал сам, я не всегда сопровождал его до конца. Я начал его сопровождать очень так довольно-таки сильно уже под конец, когда я понимал, что ему действительно нужна моя помощь. Он, кстати, это очень оценивал, то есть для него вот именно было то, что он может... Причем он никогда не был беспомощным. Он прямо вот практически до конца своих дней он был довольно-таки сильным, крепким мужчиной, и, знаете, не было вот такого, что я был как сиделка. Ему нужно было просто человек, с которым он мог вот просто открыть глаза и посмотреть. То есть посмотреть, понимал, что рядышком с ним кто-то, и соответственно, он чувствовал, что он не один. К сожалению, его семья ему это не могла дать. Вот. И вы жили вместе в отелях, да, то есть в номерах рядом, то есть Ну, нет, постоянно он не в какой-то... одном, конечно же, не в одном номере, нет, мы всегда обычно, ну, то есть он любил все равно, он любил, чтобы это была какая-то личная территория. Если мы приезжали, мы снимали один номер, второй номер, то есть рядышком, но он мог, например, засиживаться допоздна, разговаривать, рассказывать какие-нибудь интересные вещи, но не было такого, там, что мы вот прямо вот спали в одном номере, этого не было. Он всегда любил Я какую-то понял, свою да. личную территорию. Поэтому, наверное, он жил в таком большом доме, он любил, чтобы у него была какая-то, знаете, его приватная территория, его личная большая территория, на которой он себя чувствовал свободно, комфортно, и когда он всегда... У него, кстати, вот шумные компании были, иногда приходили в дом, но вот иногда он просто мог отойти и просто себе сидеть и заниматься какими-то своими делами или там думать о чем-то. Может быть, поэтому он так любил, чтобы было много комнат, чтобы была большая такая территория. Я понял. Эрнст, это уже мы, наверное, в бэкстейдж куда-нибудь вставим. А расскажите вот еще так, опять же, не знаю, на камеру, не на камеру, потом уже в монтажке я решу. Эм, Вообще, вот как его распорядок дня строился? Ведь, потому что вы говорите, что он жил больше в потоке и как бы интересовался разными вещами. Они, наверное, его увлекали все время за собой? Или же он прям вот четко всегда следовал какой-то последовательности, там, встали, поели кашу, помедитировали, там что-нибудь сделали? Или оно все так рандомно у него было? Смотрите, абсолютно верно. У него было рандомно, но эта рандомность была точно в очень сильной дисциплине. Подъем был всегда ранний, что меня крайне раздражало. То есть у него был подъем в 5-6 утра. И если нужно было куда-то ехать, я не понимал, почему мы не можем выехать в 8 утра, почему нужно опереться. Он говорит, что всегда утренняя энергия, она дает всегда заряд на целый день. Вот если вы встаете до заката, до рассвета солнца, вы получаете вот этот вот огромный выплеск солнечной энергии, огромный выплеск вот, скажем так, энергии солнца на себя. И если вы первым ее видите, то вам, скажем так, день удался. Я это не понимал, для меня это было сложно. Он был очень дисциплинированным человеком. Он мог ложиться поздно, вставать рано. Он мог лечь, например, в 2 часа, 2 часа ночи, встать в 6 утра. То есть 6 утра для него был уже крайний срок. Определенные вещи он делал всегда, то есть медитацию. Медитация для него был такой must-have, который он не мог пропустить. Упражнения. Он занимался упражнениями, он занимался много спортом, ну таким спортом, растяжкой. Он занимался, то есть таким, знаете, который нужно заниматься уже пожилым людям, но которым нельзя упускать этот момент. В плане питания он никогда ничего такого, скажем так, не нарушал. То есть, знаете, что-нибудь там сладенькое, что-нибудь вкусненькое, ой, давай сегодня попробуем, давай сегодня разрешу себе, такого не было. То есть у него была очень сильная дисциплина. Я думаю, это у него еще с армией, наверное, пошло, потому что он где-то служил, я не узнавал точно где-то, но он, как я понимаю, он служил в каких-то очень серьезных войсках, которые его все-таки вымуштровали. Вот, и я думаю, что это оттуда еще пошло. Друзья, я рад, что мы все-таки сегодня смогли поговорить на эту тему. Я рад, что вы узнали немного больше про моего учителя.
Потому что некоторые моменты я знаю, но просто мне их не очень хочется рассказывать. И все-таки вот благодаря моему коллеге Даниле, он все-таки заставляет меня, подталкивает меня рассказывать эти тайны, как называю, секретная информация, на самом деле. Не совсем секретная, но тем не менее. Для меня это очень важная информация. И иногда я все-таки прихожу к тому консенсусу, что мы начинаем делить эту информацию с вами и узнать немного больше. Благодарю, что были с нами, благодарю, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш канал. Скоро будет много нового интересного. Оставайтесь с нами, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставайтесь здоровыми и до новых встреч. С вами был Данила и я, ваш верный учитель Эрнст Ветер.